Всем привет, друзья! В этом видосе хочу поближе показать вот такой набор ключей шестигранных. Правильно называются имбусовые ключи от этого производителя. Вот так они выглядят. Поставляются вот в такой упаковке они. Приобрел за 1300 рублей, за 1500 рублей на маркетплейсе. Не рекламирую. Сейчас просто покажу для тех, кто хочет разглядеть поближе, стоит ли с ними связываться или нет. Вот так они приходят в этом блистере. Плотном, да, синяя версия, есть такие же зеленая версия. Ко мне пришло со второго раза. А почему? Потому что первое, китайцы из Китая это дело приходят, прислали зеленую версию, которая, ну, тоже хорошая, но я приверженец синей версии. Это официальная продукция, не паль, показываю вот просто поближе. Это очень нужная вещь, нужный инструмент во многих ситуациях, особенно мне. У меня по каналу, вы знаете, сборка мебели. Ну и приверженность вот к этому производителю. До этого у меня были ключи вот такого плана, Matrix. Они тяжеленные, из прочнейшей стали. Здесь замечательно то, что есть 12 номер ключа. А так вот здесь вот все то же самое, что здесь, до 10. От 0,5 ключа, 0,5 мм, до 10. Вот, разглядите. Вот этот инструмент мне не очень удобен с собой таскать. Во-первых, все выпадает. Прямой вот этот, так скажем, ложемент. Он мешается в кейсе, но они прочные и больше они для техники, для автомобиля, для еще чего-нибудь, какую-нибудь технику разобрать, собрать, где присутствуют шестигранники. А сейчас такое время, что везде сталкиваешься с этими шестигранниками, да. Но здесь замечательно то, что на ключе вот это вот закругление есть. Я не знаю, как оно точно называется, но это под углом можно закручивать. Я сейчас покажу примеры. Вот моя та самая деревяшечка из прошлого видео, да, где вот я насверлил сейчас заранее дыр. И вот покажу примечательность вот этих ключей. Смотрите, открывается он вот так вот книжечкой. Здесь такой прочная такая петля. Вот она такая вот так вот. Так лежит это, если что. Если что, вот так вот транспортируется. Достаточно более так компактно. Самое интересное, они тоже увесистые. Хром-ванадевая сталь. Не мягкие. Здесь проточка очень такая прикольная, да, вот смотрите, снята фаска, и вот эти вот шлицы, ну вот эти вот, они такие, они граненые, еще немножко подграненные, не знаю, на видео вы разглядите, не разглядите, но на ощупь они вот такие, как бы, не позволяют потом они соскакивать к крепежу различному, мудреному. Ну, обычно четверка применяется, да, у нас в мебели в конфирмат, да, там, но мы конфирмат, конечно же, не крутим вот этими ключами, редкие случаи бывают, когда это происходит. Обычно это все применяется шуруповертом где-то, вот, на откручивание, на закручивание. Удобно, да? У нас вот такие вот насадочки есть у меня. Вот мы пользуемся четверкой, да, но бывают разные размеры. Вот они вот здесь представлены. Вот в одноименном кейсике, вот в таком, да, тоже. Вот такая у меня упаянность небольшая по этим инструментам. Я просто с ними знаком и никак не могу на другие довериться, другим инструментам, ну, китайским каким-нибудь или там, не знаю, ноунеймом. Не работается мне. Мне вот работается, вот, пожалуйста. Если ездить на Мерседесе, значит, он ездит на Мерседесе. Макита тоже хорошая, Деволт хорошая, все, Милуоки шикарно. Но речь здесь сейчас вот про вот эти ключи от этого производителя. На ощупь всем, кто в теме, тот понимает, будет приятно. Я не рекламирую, у меня нет реферальных ссылок, я не торговец. Я просто хочу показать поближе тем, кто в теме, и тем, кто хочет поближе это разглядеть, повторяюсь. Стоит ли связываться? Ну, на мой взгляд, нормальная тема. Такая во много раз удобнее вот сейчас мне, чем вот это вот. Вот это. Хотя этот набор абсолютно ничем не хуже. Прикольный. Но цена вот этого сейчас 800 рублей, 900 рублей и 1500 вот это вот я заплатил на маркетплейсе. Опять же, должен был ждать месяц, пришло за 2 недели, но с заменой. То есть я отказался от зеленого и перезаказал вот синий. Не знаю, что там китайцы, почему подсовывают зеленый. Думают, наверное, что люди не разбираются. Пришло и пришло. Нет, мы разбираемся. И вот такой вот ключ. Вот он, чем примечательный. Вот сейчас показываю вот эта закругленная вот головка. Это, конечно, не Вера, там, не Виха. Просто такой же качественный инструмент, как и все остальные хорошие шестигранные ключи. Вот они нам пригождаются закручивать. Какие-то бывают ситуации, складываются, когда шуруповертом категорически ничего нельзя делать. Допустим, техника какая-то, там шестигранники сплошные. Где-то надо, ну, соединительные элементы металлического типа в мебели бывают, где тоже не всегда приходится применять вот этот вот шуруповерт с такой вот насадкой.
И приходится вот именно работать аккуратненько вот такими вот ключами. Здесь я повторюсь от 0,5 до 10. Я вот покажу пример. Вот смотрите, вот так наискосок можно, да? Вот это закругление позволяет закручивать наискосок. Вот, видите? То есть вот так вот. Таким вот образом, если сразу прямым, да, наискосок не получится. Ну, чуть-чуть люфтик есть, но вот с этим вот позволяет вот прям вообще наискось. Это где-то в труднодоступных местах закручивать. Это вот на примере конфирмата я сейчас вам показываю. Абсолютно приятные ключи, адекватные. Нахваливаю, опять же, потому что если взять дешман, вот самые там всякие непонятные производители, да, у них это сыромятина. А вот здесь не сыромятина, я уже их протестировал. Вот давайте сейчас покажу вот на этом вот болте, винте шестигранном. Вот он, пятерка. Вот так вот все это дело вытаскивается. Вот адекватно держится, кстати, вот смотрите. Вот, можно вкрутить. Сейчас где-то вот сюда я приготовил. Можно вот этим вот краем, конечно, но удобно. Можно вот этим. Шестигранниками закручиваются часто всякие ножки стола, всякие там соединения стола, всяких там усилители всякие железные направляшки, бывают металлические в мебели. Ну вот, пожалуйста, так вот раз. Приходится где-то, да. Ну или в труднодоступном месте, в случае чего тоже подлезть рукой. Бывает. Редко бывает, но бывают моменты. Вот, закручивается вот так вот все это дело. По длине вот, удобно. По длине. Ключи интересные. Вот так они укладываются здесь. Приятно они держатся. Надо, конечно, все к этому аккуратно относиться. Вот кто на выездах, ему будет очень удобно. И утверждаю, что вот эта тема нормальная. И вот так вот, если разложить, вот, приятно лежит. Вот так вот, приятно лежит. Вот он один такой длинный становится. А в сложном состоянии вот так вот. Раз. И лежит в кейсике, не мешает. А здесь, получается, он весь длинный. Длинный. Вот, если сравнить, вот так вот. Это все время разложенный, получается. Плюс вылетает все. А здесь не вылетает. Вот это вот пока ездишь, по кейсу все может разлететься. Ну, не всегда, но может. И поэтому это лучше где-нибудь вот так в мастерской на крючочке, чтобы оно подвешено было. Также вот эти ключи очень необходимы для закручивания вот не только вот этих винтов, там конфирматов, но различных там футорок. Вот футорки разные бывают. Вот они. Их не рекомендуется шуруповертами закручивать. Ну, бывают случаи, когда можно и шуруповертами, но нужно придерживаться, если аккуратности какой-то, да, то лучше применить, ну, чтобы ничего не поломать, лучше применить вот ключи вот такого плана. И надо тихонечко закручивать. Где-то бывают такие моменты. Все четко держится. Вот. Ну, когда вот так вот слетает, конечно же, вот, смотрите. Он не магнитный, ну, вот так вот держится все. Все прекрасно. Вот, вставляется. Вот. То есть прицелиться где-то можно и закрутиться можно. Вот, вот футорка. То есть таким образом. Под винт какой-нибудь вот сюда, там внутри бывает. Это, ну или просто скрытое соединение. Ну разные бывают эти футорки. Можно, конечно, и с этим шуруповертом, сейчас покажу. Но бывает, еще раз повторюсь. Вот, видите? Ну да, закрутил, да. Но бывает перекосит и все, и выломал. Ну, это бывают редкие случаи, что-то там выламывается, конечно же. Но вот это вот пригождается. Кто в теме, те они знают, что без этого не обойтись. Так что оставляйте свои комментарии, пишите свои мнения, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока. Вот такие были ключи.